Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Дуня, ранг Король 2 у него. Итак, я 1000 раз говорил по поводу рангов, я не хочу по ним судить, будем судить, соответственно, по игре, потому что есть некоторые игроки, которые с рангом Феррис, там 1000-2000 очков, и тем не менее играют на уровне ладьи. Как они такого рейтинга достигают? Все просто количеством игр, поэтому давайте сейчас погрузимся в каточку. Присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает. И приятных снов, кто засыпает. Ну, а тот, кто еще работает в такое время, в 6 часов вечера, то, соответственно, хорошего рабочего дня вам. Что и сочувствую. Вот. И напомню, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно объясняю, как, соответственно, записать каточку, куда кидать и тому подобное. Поэтому, раз вы уже перешли на мой телеграм-канал, не забудьте на него подписаться, потому что там я пишу, когда стримы по обновлениям этой игры, и, соответственно, самое главное, это чат комьюнити. Ну и немножечко моего небольшого личного блога, то есть, что у меня в жизни происходит. Но сразу говорю, я там не спамлю, не пишу там, что, типа, у меня сегодня утром завтрак был вот такой вот, и там, знаете, кусок хлеба с 2 огромными колбасятинами, и чаечек с 2 пакетиками литровый, знаете, вот этот... Такая вот чашка литровая, железная, как у дедов тогда была. Ой, а ну-ка, кстати, напишите в комментариях, у кого такая чашка, кстати, была дома. Вот это вот чашечка литр, либо 0,5, железная такая, а? В которой дед пил чай и тому подобное. Вот, и, ребят, не забудьте подписаться на мой YouTube, потому что цель у меня 5000 подписчиков. И также не забудьте поддержать этот ролик лайками, комментариями от 3 слов, чтобы ролик продвигался в тренды рекомендации. Все, ребят, я немножечко поспамил своей вот такой вот информацией. И давайте теперь погрузимся в каточку. Интересного особо тут ничего не происходит, кроме того, что у него убийца со старта пришел, гоблин. Ну и, в принципе, на этом все. Монетки лутни. Монетки лутни, иначе не получишь бонус. На будущее, ребят. Вдруг кто вот поступает как вот так, надо обязательно лутать эти монетки. Вы вот сейчас бы на 3-м раунде он бы вышел в 10 монет плюс и получил бы бонус плюс 1 монетку инкама. Но он этого не сделал. Ладно, бывает, ничего страшного. Ага, предмет скипает, ему полезный предмет инсектоидов падает, есть клевер, берет, еще один клевер. Предметы не перекидывают, это очень плохо. Очень долго думаешь насчет предметов. Очень долго думаешь насчет предметов. Очень. Надо немного быстрее об этом думать. То есть, если ты заранее уже примерно видишь свою билд, то ты, соответственно, должен уже как бы предметы подготавливать. Ну, либо брать универсальные предметы. Это вот барабан войны, который был у тебя, который дает, ну, которые раконцы, которые в радиусе дают ману. Ну, на самом деле, тебе такой предмет упал, он типа метовый. Но я надеюсь, ты здесь инсектоидов мне не покажешь, потому что я не хочу видеть инсектоидов. Кстати, охотнички идут. Не хочу видеть инсектоидов, потому что меня от них тошнит. Тошнит, аж блевать хочется от них. Потому что, ну, в каждой, боже, в каждой, мать его, игре есть эти вот обрыганные инсектоиды. Ну вот без обид, ребят, без обид, ну есть в каждой игре. Просто как горит у меня. Ну вот, клевер. Скипай, клевер перекинь сейчас в снайпера. Клевер, снайпера, быстрей. Да ну чё ты так долго думаешь? Если что, то этот клевер идеально работает на охотниках. Прям идеальнее некуда. Потому что клевер дает больше всего для охотников. Вот больше всех дает этот клевер. Шанс срабатывания тычки намного выше становится. Намного. Тут его, к сожалению, охотник перебил, но, возможно, это из-за того, что у него 5-й уровень, это первый, а второй, возможно, из-за того, что ты просто не успел предмет закинуть. Ну, ладно. Ладно, ничего страшного, бывает. И, кстати, ну, за расстановку, конечно, более-менее плевать, но я бы в угол ставил снайпера и тому подобное. Потому что у него и так мало хп. Если его со всех сторон опрыгают вражеские фигурки, то будет больно. Так сказать, неприятненько. Ну, ладно, что ж. Кстати, ребят, я хочу еще напомнить, перед тем, как вы скидываете свою каточку, обязательно проверяйте. Первое, количество кадров в секунду. Второе, качество картинки, потому что иногда кидают такое качество картинки, что прям мыло, и FPS 24, это вообще у меня чуть слезы из глаз не идут, когда я смотрю такие ролики. Но я их не смотрю, я их скипаю, я их бракую, сразу говорю. Так что если вы записали ролик 24 FPS, либо в мыльном качестве, извините, я смотреть такой не буду.
Но это бред. Во-первых, я не хочу пиксели, чтобы были для моих зрителей видны, вот прям лютые. Это прям... Короче, вы поняли. Все, что я объясняю, сижу, правильно? Правильно. Вот. Вот. Еще... Ух ты, как... Не, ну, кстати, неплохо ему идут охотники. Ему бы, конечно, какой-либо апгрейд. Предметы у него не идеальные под охотников упали со старта, но... Ладно. То такое, знаете. Ну, упало, не упало. Такое бывает. Может, ему сейчас, не знаю, там на 10-м раунде возьмет перековку изнет. Я, кстати, не заметил какие тут реликвии, точнее, я не обратил на это внимание. На 10-м раунде сейчас посмотрим, что ему по реликвиям пойдет. 2 охотника как минимум тоже против него есть. Значит, скорее всего, здесь будет воин. 100%, мне кажется, будет воин. Гадалки не ходи. Кстати, хочу напомнить, ребят, что у меня на канале выходит 2 ролика в день. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Поэтому не пропускай качественный контент. И не забывай поддерживать меня. А еще в скором времени на канале будет дуо-режим. Мы уже там потихонечку рейтинг апаем. Я уже говорил в одном из своих роликов, но все же. Потихоньку, понемногу рейтинг апаем. Так что все четко. Выходит из инкама. Зачем? Не понял, конечно. Зачем ты выходишь из инкама? Как по мне, из инкама надо было выходить только тогда, когда у тебя было бы 6 охотников. Типа сейчас ты просто потратил бабки, усилил свой стол немножко. Ну ладно. Ну ладно. Это такое. Не скажу, что это критично. Типа я тоже часто выхожу из инкама и все такое. Но просто тут ты уже сам как бы решаешь. То ли ты идешь в инкам полный, либо же ты ролишься, соответственно, на 6 уровне. Ну, ты как ролишься? 6 уровень апаешь и ждешь приход хороших фигур, пока ты выходишь в 50 монет плюс. Может, ему сейчас фартанет, ему придут хорошие фигуры. Но ему Никс приходит. Но это по-любому инсектоиды. Тут бог рандома сам такой говорит. Дуня, держи инсектоида. Дуня, возьми. Примкни к темной стороне силы, Дуня. Чтобы бороться со злом, ты должен к нему примкнуть. Примкни к темной стороне силы. Кстати, бог-орк будет по-любому. Ну, как по-любому. Судя по тому, что я вижу, здесь бог-орк будет. Может, ему фортанет, ему медузка там будет приходить, либо кто-то еще. Хотя, кто знает, посмотрим. Еще один охотник, кстати, пришел. Но этого охотника он порвал. Вот, если бы немного был бы другой предмет у него со старта. Вот, допустим, не мать насекомая, а Мейлшторм, который молот... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! 6 охотников. Добрый вечер. А не хочешь 6 охотников поставить? Ты же можешь 6 охотников поставить, это будет жестко. Не, ну мобах можешь оставить и так, в принципе, но потом ты можешь 6 охотников поставить себе. На мобах можешь так оставить, а потом поставить себе 6 охотников. Стенка у тебя более-менее есть. Муэрту еще наперед поставишь, она тоже может как стенкой послужить немного. Сейчас посмотрим, что у него за реликвия упадет. Чего монетки не собираешь? Не понял. Чтоб мне так приходили волшебники, вы видели? Не, ну вы видели? Это жестко. Почему ты не хочешь поставить 6 охотников? Это же будет посильнее, чем у тебя сейчас есть. Неплохие, кстати, реликвии ему упали, все хорошие. Но Жазалкиры можно откинуть, в принципе, потому что уже 6 уровень имеешь. А вот коса, либо аптечка... Это надо подумать. Я бы, наверное, взял косу. Он тоже ее взял. Но... Ладно, я думаю, он поставит себе 6 охотников тогда, когда у него будет хотя бы какой-то 2-звездочный керри. Хотя, на самом деле, как по мне, это, ну, ошибка. Если сейчас его вынесет, это будет огромный приток по опыту. Возможно, если бы у него было 6 охотников, он 100% бы его вынес, но... К
сожалению. К сожалению. Но красава, кстати. Косу с колы не юзнул заранее. Это тупо лайк за это. ВРочка. Можно уже поставить 6 охотников, а? Что скажешь? Не хочешь? Хочет. Мог бы, конечно, немного раньше это сделать. Ну ладно. Кстати, расстановку надо тебе поменять. Оставляет кунку. Окей. Как по мне, у него ВРК. Снайпер как-то близко стоят. Снайпера я бы вообще в угол какой-то закинул. Косу сколы, косу сколы. Реликвии не забудь юзнуть! Окаянный! Ай-яй-яй. Ну там у чувака Майл Шторм, типа, ну что он хотел? Ну хорошо, что он не поспешил с реликвией. Это я уже поспешил в своей голове за реликвию. Я бы, наверное, даже изнул бы эту реликвию. Но красава. Не спешит. О, сейчас расстановку поменяет, будет получше. У него просто по предметам лютая поплава. У него предметы, ну, редкостного фекалия. Был бы молот грома, было бы лучше. Но я уже говорил об этом. Поэтому повторяться нет смысла. Пинг, кстати, шикарный. 300, 200, 700, 800. Мне нравится такой пинг. Я тоже частенько с таким пингом играю. 350. Самое жесткое, когда у тебя задержка не только в игре, но и в голове. Тогда это вообще 10 из 10 задержек. Усиление не идет ему. Вот инсектоиды идут. Вот инсектоиды прям прут и прут. Прям напрашиваются. Возьми меня, возьми. Вышел из инкама, зачем? Не знаю, как по мне, зря поспешил с инкамом. Сидел бы дальше 50 монет, плюс ты особо ничего не теряешь, по хпшке у тебя норм. Единственное, что там бог орк огромный. У него там сильный стол у бога орка, но ты его должен порвать, по сути. Хотя с такими предметами, как у тебя, единственное, что ты можешь порвать. Ну, ладно, не буду говорить это вслух. Я думаю, ты и сам это прекрасно осознаешь. Что предметы у тебя лютого Нормально. Коса реализуется. О! 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 Против лома нет приема, бери антимага. И давай, на 15-м раунде с первого раза ты сейчас найдешь себе что? Правильно. Мантию короля. И будем играть через антимага плюс мантию короля. Это будет вообще имбулька. Ты ж на мобах расстановку сделаешь правильную? Да, красавчик. Красавчик. Меняет расстановку, красавчик. Хорош. Фу! На последнем хп Мэрта перевоплотилась. Думал, не успеет. Ну собирай деньги, ну денежки, ну не мани, мани. Мани. Мани, Армани. Собирай деньги. Я на тебя очень подозрительно смотрю. Мэрту... Да, делает. Я б Мэрту чуть левее поставил. Ой, как же тебе это, мать насекомое, идет. Ай-яй-яй. О, ну, в принципе, да, но... А, кстати, я посмотри, у тебя там есть мастерская бума? Я просто не заметил, есть ли у него мастерская бума, но, по-моему, нет у него мастерской бумы. Если там есть мастерская бума, то до 20-го раунда терпи. Но если мастерской бумы нету, то, соответственно, до 20-го раунда можешь и не терпеть. Ой, опять этот челик пришел. Ну, усиления нету.
Были бы у него двухзвездочные фигуры, он бы этого рыцаря просто вдоль и поперек бы разорвал. Но судьба такая штука, что ты очень скиллозависим. Если у тебя недостаток скилла, то это лишь твои проблемы. Вот так вот игра думает. О как, ролится пошел. А почему? Походу решил, что ему этого достаточно будет. О, усиление наконец-то. А зачем тебе этот конь? Ну, можно, в принципе, как танка его поставить. Но тогда Траксу поменяй вместо Муэрта. Тракса посолиднее как-то будет выглядеть. И я бы предметы на том месте пока что перекинул бы в орка охотника. Да, 1000 урона просто. От одной способности антимага 1000 урона. Манки Кинг. Дум. Усиление у него туго идет. Максимально туго усиление идет. Типа к гадалке не ходил, у него все очень плохо с усилением. Предметы плохо раскидываешь. У тебя есть две двухзвездочные фигуры, но ты почему-то не кидаешь в них предметы. Типа я бы в антимаге оставил бы просто одну маску. Хотя нет, это же маску бы не оставил ему. Я бы закинул в Траксу эту маску. Хотя сейчас будет импакт по-любому, потому что он к этому Джаггеру присосался. А раз присосался к Джаггеру, то это означает, что правильно, челик не будет крутиться. А не будет крутиться, то будет получать в табло. И ты получишь сейчас тонну опыта. Чекайте, сколько опыта получит. Оу май гаш. Вкусно. Забирая свои слова назад. Не слушай меня больше. Вот так вот в антимаге все и держи. Но он очень много опыта получил. Очень. Красава. 4 бога, 4 орка. Джаггера 2 звезды. Но если бы у антимага не было вот этой вот монососки, то все было бы совершенно иначе. Ага, взял 8-й. Окей. Интересно, что будет дальше делать. Я реликвии не помню, серьезно. Хочу посмотреть его реликвии. Я скоро сам начну тыкать, открывать инвентарь, чтобы собирать эти деньги, отвечаю. Сейчас, кстати, может предметы из антимага закинуть в Траксу. Сейчас все равно мобы будут. И Муэрту поставить. Хотя не, Муэрту не надо. Верку лучше поставить. О, Дизраптор. Да, угадаю, кто достал? А, Юрген достал, интересно. Они, кстати, вдвоем играют на охотниках. Ой, я, кстати, заметил только сейчас, что микрофон немного далеко стоит. Чел играет 6 рыцарей, 4 тролля. Интересно. Что там за реликвия? Давай посмотрим. Там мастерская бума есть. Не знаю, в принципе, можно взять Мамору, апнуть себе антимага в 2 звезды, либо взять реликвию яиц, либо же просто рольнуть, и может тебе мастерская бума упадет. Хорошо, взял реликвию яиц, окей. Бруда! Бруда! Ру! Пригодится бруда, никогда лишней не будет. Свен, открой его, получи бабки. Хорош. Я так понимаю, он задумался. Собирает ли Свена или не собирает Свена? Ну, смотри. Можешь коня поменять сейчас на бруду. Бруда, как по мне, посолиднее будет. Как минимум у него 6 лап и 2 руки. Что я несу, боже?
Я просто не совсем понимаю, какой он билд хочет себе сделать. Итак, а вот рыцарь. Если он нас собьет винстрик, это будет люто. Ну не собьет, у него усиление. Или собьет. Или собьет. Не сбил. Щиты прокнули. Но было бы у него немного другого усиления, он бы 100% бы сбил. Но усиление... нема. Он все кидает в антимага, хотя у него есть как бы другое усиление. Бруду не взял, почему? Ой, Бруду, Медузу не взял. Ладно. Медуза на самом деле хороший такой саппорт. Даже если как Кири не рассматриваешь, саппорт она хороший. Ну, если быть откровенно честным, предметы у него... не очень. Вот то, что здесь жрец нарисовался, это мне не нравится. Так, Думчик прилетел, сразу жрец сдох. Думчик имба. Мэр тапнулась. О, все, наконец-то. Наконец-то усиление пришло. Когда вот рыцарю вот этому на первом месте сбили винстрик, естественно, начинается усиление. Вместо коня поставь фэрку, у тебя тогда будет 3 эльфа еще сверху. А нежить лучше... Вот, да, вместо коня, вместо коня. Так коня убери ты этого, ну зачем тебе этот конь? Муэрта ты еще можешь оставить, как бы. Мы... Хозяин барин. Хозяин барин. А вот и рыцарь, кстати. Смотрите, сейчас он его вынесет, этого рыцаря. По-моему, я заванговал. Но это закон подлости. Закон подлости во всей красе, ребят, перед вами. Закон подлости во всей красе. Может, клевер оставишь один? Серьезно? Серьезно? Так можно было? Серьезно? С первого раза найти мантию короля под 6 охотниками? Ясно. Ну, кстати, там тролль пятерочка. 10 уровень, тролль пятерочка. Нормас, нормас. Это сильно. И мы сейчас для фулл комплекта не хватает просто собрать эти магов 2 звезды и какие-то сейф-шмотки. Только маску убери. Хотя можешь оставить, это все равно мобы. Интересно, будет он брать уровень дальше или нет, или будет ролиться? В самом деле антимаг даже... А почему ты не ролишься? У тебя 72 монетки, чего ты ждешь? Либо ролиться, либо уровень брать. Не понимаю немножко этого. В самом деле, у него антимаг будет сейчас люто мощный, как только в 2 звезды соберет. Если ему сейчас еще посох 3-го тира падает, это забейте. Это будет развал. Но вот ошибка в том, что он рольнул себе клевер один. Надо было клевер не ролять. Вообще не ролять этот клевер. Этот клевер люто помогает антимагу. Настолько люто, что прям не передать словами. Все, хрень с кипой. Ну, может, кулон еще, кстати, неплохой, но понятно, все хрень. Так вот, вернемся. Вернемся к игре. Будет посох 3-го тира, ему вообще тут все по барабану будет, по сути. Но на самом деле, вот этот вот чел, который на последнем месте 10 уровня с 4 винстриком, может рассказать, что почем. Тролль пятерочка, если в 2 звезды там соберется, то ГГВП будет.
У него сейчас, кстати... Ой, там жрец. Вот против жреца надо будет еще медальон найти. Потому что если медальон не найдется, то будет ГГ. Юрген, кстати, собирает 6 богов там. Через Дизраптора и Духа пятерку. С кункой в 2 звезды. Интересно. Но там уже на последнем месте огромный чел. Нимба? Не. Антимаг у него, если что, сейчас бьет чистым уроном из-за того, что у него есть демон. Но у противника там тоже есть вражеский антимаг, поэтому... Демоны работать не будут, когда придет вражеский ведьмак. Классовая особенность ведьмаков в том, что они выключают демонов, если, соответственно, нет у тебя синергии демонов. Ну, ведьмаков. Надо выкинуть вот этого чувака, у которого 5 винстрик. И игра станет как по маслу. Ну и против жреца надо найти медальон. Хоть один раз заберет антимага, то все, это будет ГГ. Джаггер в 3 звезды, там у BG. Но это все поплава. Ему, ну, будем откровенно честными, этому охотнику сейчас плевать на этого бога-орка, потому что он своим антимагом будет взрывать всех и вся. На воинов ему плевать, потому что мантия короля плюс демон у него есть, а соответственно это чистый урон с руки. Ну и даже если Джаггер каким-то образом раскрутится, то антимаг его все равно будет фармить как, ничего, как не в себя. Ну вот давайте посмотрим, насколько это будет жестко. Чук-чук-чук-чук. Чук. Чук-чук-чук-чук. Удивлен? Ни грамма. Единственное, что нужно придумать, это что делать с троллем, тем двухзвездочным. Угу. Угу. Может, стоит ведьмаков собрать? Хотя, зачем эти ведьмаки? Ему нужен, не знаю, может, чернокнижников сверху докинуть. Провидец. Может... О, кстати, Омник может помочь. Если там чистого урона у него нет, я просто как-то не обратил особо внимания. Если у того чувака нету чистого урона, то Омник может помочь. Ой, обезоруж, хорошая тема. Бери. Обезоруж это прям то, что доктор прописал. Тролля пятерочку обезоруживать, это прям песня. 6 секунд обезоружия, это слишком много. Покажи, что там за предметы у него. Бог орк откис, кстати. И 6 богов от Юргена тоже откисли. Покажи, что там у него. Покажи, покажи. Покажи. Кстати, заметьте, сколько антимаг урона нанес. Чистого. Там где-то 8, ну где-то... Ну, короче, 7700 или 7800 это чистого урона с руки просто накидал. Так, а вот, кстати, он. Оп, обезоружь на 6 секунд словил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что делать теперь, да? Давай, давай, есть. Он его душанул. Круто. Ну, 6 секунд обезоружия это тебе не шутки. Но на самом деле ему нужно хотя бы поставить ведьмаков. Чтобы просто не лутать, ну, точнее, не терять баф демонов. Потому что если он будет терять баф демонов, это будет плохо. Все-таки, когда у тебя антимаг бьет чистым уроном с руки, это много. Но, и, кстати, там чел на жрецах живой. Надо медальон будет первого тира найти. Без медальона первого тира, если хоть раз антимага возьмет, то все. Это будет конечное. Это будет счастливый финал. Ну, там уже у бога жреца есть лютые шмотки. Ой, шмотки, лютый апгрейд. Медальон нужен. Без медальона будет туго.
Очень туго. О! Боже, что это за игра у него? Как он это делает? Просто ему нужен медальон, и он такой... На тебе медальон. Давай еще антимага в 3 звезды собери, чтобы у меня вообще челюсть отвисла. Давай, одного антимага. Ну, бог рандома. Ну гулять так гулять. Дай ему одного антимага. Да ты прикинь. За 50 плюс монет ему... Бог рандома не подкинул одного антимага. Ну, может, потом подкинет. Понятно. Нет так нет. Ну, нет так нет. Мастерская бума, кстати. Хорош. Только не роль, а без руж. Сильный предмет. Один антимаг и все. Итак, бог-жрец. Здорово. Антимаг сейчас форманет того и того. Хотя там щит 5-го тира нормально так только что накидал ему. Больно? Надо расстановку будет поменять немного. Щит 5-го тира там нормально накидал в табло. Ему просто антимага надо на левую часть поставить. Там, где вся толпа жрецов. Чтобы он туда сразу со своей способности начал закидывать. Даже не имея посоха 3-го тира, он нормально наваливает в табло. Хочешь попробовать посох 3-го тира найти? Я бы на твоем месте... Слишком много лишних предметов рольнул. Это полный бред. Не делай так больше. Нельзя так делать, ты шо? Ты мог рольнуть на 9 единиц, но ты взял, рольнул все. Я без руш, не надо было скипать. Это слишком мощный предмет против тролля 5-очки вот этого. Да, ты получил агоним, да, это крутой предмет, но ты потерял многое. А если ты сейчас найдешь себе антимага в 3 звезды, то этот агоним будет максимально бесполезным у тебя. Ой, как его взорвало. Хо-хо-хо. На. Ой, кстати, там чел вылетел. Дуня его вынес. Хорош. Давай, посох 3-го тира ищи. Пригодится. Давай, давай, давай. Антимага ты вряд ли в 3 звезды найдешь. Но вот посох 3-го тира шансы есть найти. Все равно эти предметы тебе не нужны. Фартануло ему только что люто, когда прокнули все тычки. Ой, какой ты... Ой, ёп... Что ты делаешь, бог-жрец? Не ставь всех кучно, не ставь, не надо. Он все равно держит всех кучно. Не, я понимаю. Дуни люто фартанула на медальон 1-го тира. Но если бы Дуня не нашел бы себе медальон 1-го тира, то, я думаю, все прекрасно понимают, что произошло бы. Но! Как же ему хорошо тычки напрокали, боже. Не, это лютый фарт ему на предметы. Лютый фарт. С первого раза найти мантию короля. Потом ему с моба падает нужный медальон 1-го тира. Это жестко. Очень красивая игра была. Красивая в плане того, что ему люто фартило. Вы посмотрите на топ-3, какой там стол. Обалдеть.
Ну, короче, что я хочу сказать. Это очень скилловая игра была, максимально показательная. Как с первого раза надо находить мантию короля, себе все нужные предметы и тому подобное. Но в течение игры я подметил твои ошибки, и, соответственно, я тебе о них сказал. Думаю, ты принял это к сведению, и в следующих играх тебе такого не будет. Такого не будет. Ну, в принципе, что? Ну, имба есть имба, антимаг, ну, 100% не имба, ну, не надо его нерфить вообще. Вообще. Как бы убедились, да, в этом. Мне на самом деле интересно, как отлетел топ-3. С троллем в 2 звезды. Ладно. Как-то так. Как-то так. Если бы с мобов не упал медальон первого тира, вряд ли бы ты его ролил. Что-то мне подсказывает, ты бы не ролил медальон первого тира. Но, ладно. Но, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте поддержать этот ролик лайком и комментарий от 3 слов, если вам даже нечего добавить. Не забудьте подписаться на меня, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а также у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!